Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами Гарги, и это уже 6-я серия города, в котором меня нет. Обожаю это название, просто наипоэтическое просто. Погнали! Так, Сатору. Что это? Айри недавно зашла в дом. Я уже Она получил наверняка сообщение. внутри. Эй! Вот истинный характер. Айри, ты слышишь меня? Айри! Давай руки в ноги и вытаскивай ее оттуда. Очнись! Как он ее так держит, интересно? Насколько он такой сильный? Тяжелая. Вообще, человеческое тело тяжелая вещь. Эй! Айри! Чего она ему телефон подложила, а? Не выйдет. Не удержу. С вашего позволения, чаечек. Менеджер, никогда не доверяй мангаке. Идем, не останавливаясь. Соберись. Менеджер. Да он уже его заложил. Иди через черный ход. Не впутывай Айри в свои проблемы. Вообще, вот тут сейчас он прав. Теперь ты мой должник. Давай сваливаем Сатору. Ну, тот, видимо, влюблен. Надеюсь, Айри в порядке. И этот пожар. Неужели убийца моей матери постарался? Ну, скорее всего. Точно. Входящая Фуджиному Сатору. Он пытался убить Айри и выставить меня виновным. Айри отдала мне телефон, чтобы полиция не увидела сообщение. Значит, он с самого начала знал, где живет Айри, Так. и следил за ней. Он может быть ближе, чем я думаю. Нужно найти его. Лучше поспешить, пока меня не поймали. Станция Койба. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Не, ну парень попал очень сильно. Кто-то ему на него зуб точит. Да. Кто это? Может, представитесь? Фуджинома Сатору. Если ты и правда Фуджинома Сатору, рад знакомству. Я ждал твоего звонка. Че, правда? Ты кто вообще? Да, конечно. Нет, не здесь. Журналист. В людном месте. Журналист, коллега его матери. Я ведь не представился. Сделаю это при встрече. Так как ты можешь оказаться убийцей Фуджинома Сачико. Кафе Кахаутей. Добро пожаловать! Добро пожаловать. А, Сатору. Я здесь. Рад знакомству. Я Савада, бывший репортер канала Ишикари. Рад, что это и правда ты. Да, похож на мать. Это он. Не волнуйся, я никому не рассказал о нашей встрече, и мать твою я не убивал. Вы не подозреваете меня? Конечно, нет. Почему? Потому что она бы не вырастила сына, который убил бы ее. Ну, она классная вообще. Вчера вспомнил, что он был у меня в кармане. Дела твои все хуже. Еще как. Я так жалок. Из-за своих ошибок стал главным подозреваемым. Спокойно дыши. Бессмысленно винить себя, когда все уже произошло. Это слова Сачко. Они всегда мне нравились. Дворовая философия. Хочешь обсудить ее звонок? Да. Ты помнишь Савада? Серию убийств 18 лет назад. Конечно. Савада, Ширатори журналист. Джуна приговорили к смерти, но он так и не признал вину. Все именно так, как говорил Сатору. Ширатори был невиновен. Теперь я поняла, кто убийца. Встретимся завтра на станции Каева. Нужно было спросить имя убийцы. Я бы хотел поговорить о случившемся 18 лет назад. О смерти Хиназуки Кайо.
Ночью 2 марта 88-го мать со своим любовником избили Каю и заперли ее в сарае. И там она замерзла насмерть. Тогда полиция подозревала, что они вдвоем спрятали тело девочки. И... Между 10 и 11 часами вечера 2 числа Кая пропала из сарая. Мать заметила ее пропажу в половине первого ночи 3 числа. Она набрала твою мать и в лоб спросила, не знает ли та, где Кайо. Ее забрал Ширатори Джун. Следы, оставленные возле сарая, совпали с резиновыми сапогами Ширатори Джуна. Полиция обнародовала свою версию событий. Ширатори до полусмерти избил Кайо и принялся ее фотографировать. Затем отнес в морозильную камеру и обрызгал. А фото где тогда? Когда температура упала до минус 20, она была мертва. Ширатори подождал еще полчаса, чтобы убедиться, что она точно умерла. И к утру вернул тело Хиназуки обратно в сарай. Это самая тупая версия. Конец. Конец. Юки не сделал бы такое. Хиназуки Каю, Сугета Хироми, Наканиши Ая. Незадолго до их исчезновения в соседнем городе произошла серия убийств с похищением. И? Преступника быстро арестовали, но он отрицал вину так же, как и Ширатори Джун. Итак, оказавшись в подобной ситуации, видишь ли ты связь? Я прослыл репортером-одиночкой, которого высмеивали за то, что он расследует распутанные дела. Но дело в том, что их и не распутали. Хиназуки Каю и Сачко убил один и тот же урод, который просто подставил невиновного. И теперь Ну это он ясно. здесь. Он довольно хитрый сукин сын. Ничего. Подставляя невиновного, он выигрывает время и снимает с себя подозрения, изменив картину преступления. Выискивая В специально результате таких жертв. расследования все дальше и дальше уходит от него. Он специально выискивает вот таких жертв, на которых свалить можно по полной. О, Айри. Не, ну девочка реально Это уже попала. слишком. А в больнице, интересно, она в безопасности? Чтобы никто к ней не пришел. Хотел заткнуть ее. Фуджиному Сатору. Теперь ему до нее не добраться. А что насчет самой девочки? Она причастна? Она помогла ему убить мать, а когда все было сделано, он решил от нее избавиться. Вот Бред. ведь сволочь. Впутал девочку в это безумие. Неправда. Айри, тебе не за что извиняться. Верно. За тобой охотился преступник. Представляю, как ты испугалась. Тетя, все не так. Что ты? Это мы виноваты, что ничего не заметили. Нет. Полиция знает, кто преступник. Тебе нечего бояться. Вы ошибаетесь. Подозреваемый поджег дом коллеги. Не верится, что Сатору подозревают в поджоге и убийстве. Ну, Он просто не мог. уже прием. Кто мне поверит? Вот кто? Никто не поверит. Кто-то прислал ей сообщение с телефона Сачко? Да. В новостях сказали, что она почти не пострадала, но еще в больнице. Вот. Понятно. Выходит, он хотел ускорить расследование, повесив на тебя поджог. Может быть, но я Подставляет и так по полной. уже был подозреваемым. Не верится, что он хотел убить Катагири Айри только ради этого. Но он его мучает. Намекаешь, что она уже была его целью? А, Чтобы подставить меня в качестве убийцы матери, он должен был узнать, когда я возвращаюсь с работы. и? А значит, в течение дня между тем, как мама увидела его попытку похищения и ее убийством, он должен был зайти в кафе и узнать, до скольки я работаю. Наверняка Айри увидела тогда его лицо. Возможно, я даже знаю его. Это логично. Значит, он может спокойно зайти за стойку в кафе и посмотреть рабочий табель. Полагаю, это поможет нам найти убийцу. Как? Я пойду в больницу. Ага. А В камер нет? компьютере есть отчет по убийствам 18-летней давности. Можешь взглянуть. В компе. Я думаю, Ширатори Джун подозревал в убийствах своего отца. Несмотря на доказательства и алиби, он не сказал ничего, что могло бы свидетельствовать против отца. Ведь так только сделал бы хуже себе. Да, Юки очень любил отца. Одноклассники Хиназуки Кайо трижды видели ее рядом с Ширатори.
Показания Фуджиному Сатору специально игнорировались, и многое основано на показаниях другого ученика. Список подозреваемых. Из всех знаю только Юки и его отца. Их всего 5. Полиция предполагает, что Сугита Хироми был убит потому, что его посчитали девочкой. Поэтому в итоговом списке нет никого, кто был знаком с Сугитой Хироми. Сегодня будут танцы. Правда? Уродину за руку брать не буду. Я лучше с Хироми потанцую. Да ты чего? Я знаю, почему убили Хироми. Хироми, Убийца значит, знал, тоже что он убили. парень, и, убив его, исключил себя из списка подозреваемых. Так это парень? Ширатори Джуна арестовали, когда кто-то сообщил, что видел, как он разговаривал с ученицей 3-го класса. Фото, снятые в момент смерти Сугиты Хироми, были найдены на пищевом складе Ширатори. Полиция решила, что Ширатори Джун имеет склонность к педофилии. Также в его комнате были найдены материалы, связанные с педофилией. Этого там не было. Небо. Это подстроено, чтобы снять подозрения. Список подозреваемых перед смертью Хироми. Ему Я найду подложили. его имя в нем. Госпожа Катагири, я вхожу. Простите, я к другу. Господи, она... А туалет там? Да. Все занято. Кроме палаты 201. Она спит. Вот как. А черт, не добегу. Уважуха. Простите, что без приглашения. Катагири Айри. Вы же не Фуджиному Сатору? Да, я его друг, Савада. Рада знакомству. Я мать Айри. Эпизод 6. Смерть. Смерть. Я уверена, что Сатору не делал этого. Он не убивал мать. И не пытался сжечь меня. Он пытался спасти меня из горящего дома. Тебя менеджер спас, помнишь? Ты много дыма надышалась. Не знаю, о чем тебя расспрашивали, но они считают, что я причастна к убийствам. Больнее всего, когда тебе не верят. И мне больно знать, что никто не верит Сатору. Айри, даже сейчас я думаю, что мне стоило остановить его. История с шоколадкой. Все хорошо. Я верю в тебя, Айри. Из-за той истории с шоколадкой. Да ладно, ну. О, черт. Забыл его выключить. Скрытый номер. Запиши разговор. Слава богу, ты взял трубку. А, ну. Айри, ты в порядке? Да, как новенькая. Слушай, мы можем встретиться в нашем месте? Что? Не ходи туда. Я не могу подвергать... Не волнуйся. Я буду одна, обещаю. И вот я здесь. По телефону ей мог ответить убийца. Слишком опасно впутывать в это Айри. В чем дело? Совсем немного пролетел. Странно. Не понимаю. Это придаст ему аэродинамическую подъемную силу. А теперь он полетит? Обязательно. И правда! Круто! К реке летит. Нашел время с детьми играть. Тебя вообще-то... Здесь делает взрослый в такое время. И правда. Точно так же. Люди думали, я Юки. А он не задумывался о том, что это может быть подставой, а? Что ее заставили, пригрозили сроком, или бог знает чем еще. Надо было из укромного места дождаться, пока она придет, присмотреться и... Вот и я, Сатору. Ага. Как и обещала, я одна.
Мне стыдно, что я решил, будто это ловушка полиции. Да мне не Голос стыдно. сказал. А мне не было бы стыдно вообще. Тебе никому нельзя доверять. Ты ведь в бегах, Сатору. Но я рада, что ты доверился мне. Да. Кафе? Не нравится мне тут Нишизона. Нишизона? Видела его пару раз. Менеджер его очень уважает, и, судя по значку на груди, он член горсовета. Он спокойно мог узнать твой график и где я живу. Он был в кафе до пожара. Нишизона. В списке его не было. Фальшивое имя? Но член горсовета не стал бы его менять. Думаю, он нацелился на меня, потому что я видела его лицо. Черт, не сходится. Я точно что-то упустил. Сатору, я понимаю, каково тебе сейчас, но не убивайся так. У меня есть давно незавершенное дело. Какое? Я про идею сюжета для манги. Она будет про смерть, которая ошиблась по времени, из-за чего погиб ребенок. Она пытается исправить ошибку, но чем больше старается все исправить, и тем больше людей погибает. Классная идея. Хоть у нее и добрые намерения, каждое ее действие делает только хуже. Я бы реально прочел бы такое. Да я аниме посмотрел бы. Хочешь сказать, ты как она? А тебе так не кажется? Совсем дурак? Например, я не пострадала. Страдания людей в этой истории — субъективное мнение смерти. Думаю, ей нужно больше верить в себя. Думаю, в твоем случае не все потеряно. Главное, не сдаваться. Концовка еще не написана. И никто не знает, какой она будет. Айри, я рад, что мы сегодня увиделись. Сказал в голос. Фуджинома Сатору. Не вмешивайся. Айри. Подстава. Попал. Фуджинома Сатору. Вы арестованы за убийство и покушение на убийство с помощью поджога. Да мы поняли уже. Подозреваемый арестован в 16:50. Ну все. Сатору этого не делал! Он бы ни за что! Сатору! Будь то возрождение или арест, я был готов больше не увидеться с Айри. Вот он и настал. День, когда я вижу ее в последний раз. Слушай, тебе как бы Все, что хватало. теперь остается. Прости! Клянусь, они проследили за мной! А ты что думала? Я же обещала, что буду одна! Я должен отдать Айри то, что давно хотел. Сделать то же, что она для меня. Прости! Это моя вина! Что бы в такой момент сказал герой? А тебе не трудно сражаться в одиночку? Ты не виновата, Удиви. Айри. Все это время я держался, потому что ты верила в меня. Спасибо, Айри. Я рад, что доверился тебе. Шаблонно решил поступить. Уйти красиво. И мы видим козла. Короче, такая ситуация. Прежде всего скажу пару слов по поводу того, почему я посередине не остановился. Я не увидел там ничего такого особенного, чтобы остановиться на самом деле, да, и более или менее подведу сейчас кое-какие итоги. Ну, в основном это сейчас пошла чисто детективная работа. Детективная работа в стиле «за мной гонятся, и я должен узнать правду, кто меня подставил». Такие сюжеты обычно очень часто существуют. Есть очень много хороших, между прочим, фильмов на эту тему. Когда за главным героем охотятся официальные власти, полиция, и когда он на самом деле не виноват и хочет раскрыть убийство или что-то, или еще что-то, что на него вешают, а он в этом не виноват.
Ну, здесь очень красиво все показано на самом деле. Вот сейчас снова же Айри. Снова же вот Айри — это самый мой нелюбимый фрагмент всей этой истории, да. Эта история изначально была связана с очень серьезной темой. С очень серьезной темой, которая здесь очень явно прослеживается. С проблемой психологически больных людей, которые подвержены педофилии. Это прямо целая история. И детскому насилию. Айри здесь включена, чтобы разбавить немного этот сюжет. Немного таким наивностью, оптимизмом. Но, во-первых, слабо работает, во-вторых, не очень логично. Думаю, в твоем случае не все потеряно. Главное не сдаваться. Сам журналист очень хорошо вошел в сюжет. Обычный шаблонный персонаж, правдоподобный журналист, идейный журналист, который хочет докопаться до истины, найти правильного убийцу. Савада. Вот Сатору бы сейчас мотануть назад. Перемотать бы назад себя, потому что сейчас самый такой момент, его арестовали. И с тюрьмы он уже больше всего ничего не сделает. Полиция, видно, как она работает. Она давит и на эту девочку, на Айри, и на Сатору сейчас будут давить, чтобы они признали свою вину. Ну, Айри в том, что ему помогла, а он мотивирует это тем, что все равно вы ничего не докажете, потому что, как вы это докажете? Ты уж извини, давай уже из двух зол меньше выбери, и вот так они на него сейчас будут 100% влиять. И еще кое-что мне очень понравилось. С самого начала Сатору все больше и больше проявляется. Мы и так знали, какой он человек. Человек, который ощущает ответственность за других людей. Мне одно кое-что показалось странным. В зависимости от его способностей, когда он мотает туда-сюда, да? Что Хинадзу... Разве он не почувствовал, что Айри в опасности? Хотя нет, он должен быть близко, чтобы это включилось. Вот что самое интересное. За весь этот период, когда он вернулся, он ни разу это не почувствовал, ни разу этого не показали. Но эта серия, скорее всего, поэтому я не остановился посередине. Серия, скорее всего, это информативная. Чтобы продвинуть сюжет немного дальше, нам тут скомпоновали очень так массивно уже теории других людей. Почему это не является Юки? Почему это не является еще кое-кто? Вот с матерью и любовником. Ясно, что Хинадзуки убила ее мать с любовником, но при чем тут тот убийца, которого зафиксировала мать Сатору? Вот при чем здесь вообще это? Понятия не имею, как это вообще связано. Это каким-то образом связано, потому что когда мать умерла, он вернулся именно в тот момент, значит, каким-то моментом это связано. Может, даже не знаю. Оказывается, что Хироми тоже мертва. И оказывается, это парень? Ты чего? Убийца знал, что он парень. Это была 6-я серия «Города, в котором меня нет». Спасибо, если смотрели это вместе со мной. И до следующего раза. Удачи!